Всем доброе утро. Фасад. Кто помнит, что я его делал? Сидел, курил, вспомнил. Сейчас расскажу, что вспомнил. Знаете, когда я его делал, я говорил своему бригадиру, я работал на фирме, я говорю, знаешь, я делаю этот фасад немного для себя, потому что я буду сидеть, смотреть на это все, и потом сам себя хаять. Видите, вот эти все трещинки всякие, тут были дырки. Все это я заделывал, шпаклевал, каждую дырочку, каждую щелочку, просто чтобы было красиво. Меня ругали, меня заставляли это не делать. И вот этот скотч, это осталось как память, знаете, чего? Такой человеческой тупости или дурости. Это все уже был последний второй день, надо было снимать эти леса с дома. И я говорю, мне надо снять этот скотч, который наклеил даже не я, а какой-то румын там в начале. Опять же, никогда не клейте вот таким образом на солнце скотч, максимум 3-4 дня он прикипает. Мне не дали, сказали, что нахер. А я думаю, потом снимут леса, как это потом очистить? Так оно и стоит, все, оно так и умрет. При том, что мне было жалко женщину, она недавно поставила эти новые портсиане до ремонта. Это я окно очистил. Окно тоже пошкрябанное, его я чистил, ну не знаю, полдня минимум. Мне надо было еще полдня, чтобы очистить это. Я просто психанул, говорю, пошли вы в жопу все. Говорю, почему, мне больше всех надо, что ли? То есть я сделал этой квартире очень много. Я почему это рассказываю? Потому что я с ними поругался сейчас, вот с этой хозяйкой. Она вообще такая по жизни зануда, вредная, злая. Но внутри я тоже снимал ролик, я менял ей плинтуса. Кстати, эта же фирма внутри до квартиры ее, потому что когда мы делали крышу, вот это тоже все я крепил, и трубу эту крепил, вот которая там вот идет. Ну, кто смотрит меня давно, то видели. Кстати, вот эти все кабеля, они болтались вообще ужасно. Я их ходил, подвязывал, говорю, я что, потом должен сидеть, смотреть на вот типа вот на такое, которое было здесь, на другом доме. Всем доброе утро. Работаем дальше. Понемногу у меня получилось видео полный процесс ремонта крыши. Так что может кому-то и пригодится. У всех же есть крыши. Открываем клеенку. Они немного затянули, пропустили время в июле. Сейчас уже дожди начинаются, все торопятся. Что там вылезут кое-какие еще ошибки. Ну, а я работаю с Дитой, и вот, как я и объяснял, что вот у меня итальянцы в помощниках здесь. Но этот черт, он вообще ничего не хочет делать. Он просто тупо не хочет, и все. Вот он будет возить, таскать, копать, тянуть. Но своими руками, ну вот, не хочет дотрагиваться и брать ответственность от слова вообще. Самому, конечно, немного напряжно, опять же, брать на себя постоянно ответственность. Не такая-то сложная работа у меня. Ну, вот эту сторону я всю фактически сделал сам. Ну, вообще, я говорю, что, повторюсь, кто впервые смотрит мой канал или это видео, по этой работе. Я работаю возле дома, заканчиваю в 3:30. Здесь работают на крыше румыны. Видите, я работаю один, я говорю, для меня это кайф. Я работал неделю с ними, ставил эти кирпичи, там все, они же торопятся. И этот мужик работает сам на себя. Так вот, не дай бог с такими работать. Вот это вот дай, ми дай questo, ми пор... Я говорю, алло, ты что, мой шеф, что ли? Что ты на меня орешь? Либо разговаривай нормально, а он делает вид, понимаете, организация у него такая. А я в таком кипише терпеть не могу работать. Я говорю, я сейчас развернусь, домой пойду. У меня так. А многие работают и годами так вот работают. Они приходят домой, они только... Голова вот такая от таких криков. Поэтому всегда ищите себе нормальное место и не подстраивайтесь под этих уродов. Причем он как будто издевается, понимаете? Он может наорать, если ты злой, но не можешь тут же улыбаться. А он улыбается, потому что он знает, что он, блядь, типа кипиш наводит искусственно этот. И все. Причем
Если ты такой деловой, то у тебя должна работа быть идеальная. Куда? Все течет вон. Вчера шел дождь, они положили уже 2 слоя этой гуайны, как она называется-то по-русски. Ну, этой толи. И подтекает уже. Не приклеивает нормально, торопится. И уже мой шеф говорит, блин, если так дальше пойдет, я ему вообще не заплачу. А что ж ты мне здесь весь такой крутой? Так что не ведитесь на это, как они по-итальянски. Велочи, дай. Фанкула. Пошли в жопу. Ну. В общем, нервы я потратил, но более-менее я все-таки сделал этот фасад. Кстати, с другой стороны, я его не делал, и он намного хуже. Но чем закончилась история с этой женщиной? Она заплатила мне за тот плинтус 3 дня. Я работал с раной там какие-то 300 евро. Я намудохался там капец. Ну, как я вам говорю, что ее квартиру залила верхнюю квартиру, потом ее квартиру. И весь потолок был испорченный. Румын испортил покраской. В общем, она вся такая злая была, она должна была адвокатов брать на эту фирму. И все это я силиконил у нее над этими решетками. Сверху бы затекала вода. Все это добросовестно сделал, все работает. Но почему мы поругались? Потому что в конце она говорит, ну ты мне веревку еще, вот эту веревку бельевую, вот эту вот, повесил тоже ей я. Вот эти ролики установил, ну сделал, так сказать, бонус. Сами понимаете, что фирма не должна была веревку делать, которая делала весь фасад, крышу. Это ихняя ерунда. Мне отдельно никто ничего не платил. А они меня спрашивают, а ты нам сделаешь еще с той стороны потом эту веревку? Я говорю, сделаю. Так, скрипя зубами, знаете, меня уже опротивил этот фасад, эта фирма и все эти отношения, весь этот бардак, который здесь происходил. На протяжении года они мне каждый день меня встречали через день. Ну, когда ты придешь, ну, когда ты повесишь. Ну, когда ты придешь, ну, когда ты повесишь. А мне то некогда, знаете, идти бесплатно что-то делать, типа в какой-то долг, потому что ты должен. С чего вдруг я должен, я не понимал. И в какой-то момент я вот так вот ему здесь внизу, он стоял, я говорю, с чего вдруг ты взял, что я тебе должен бесплатно это делать? Заплати деньги, я тебе сделаю. Он на меня такие глаза, понимаете, как? Деньги ты хочешь? Я говорю, да. Поэтому я последний ролик, и этот хочу сделать в том же стиле, что насрать то, что вы делаете, то, что вы работаете. На самом деле вот такие отношения, либо вы их научитесь решать сразу, а я год я не мог, как-то думаю, да неудобно, сосед, что же я его хамить буду, пока я его не поставил на место. Думаете, поставил его на место? Все, мы просто не разговариваем, и все. Они на меня обижены, а я вообще в непонятке, а ни хрена себе, а вы не охренели ли вы? То есть, ладно, не буду я свою физиономию напрягать вас, покажу вам, еду за женой на работу. Кстати, лайфхак даю. Окна, сейчас жара в Италии, я вот на ночь открываю, вся квартира открыта, в 9 часов утра я все закрываю, жара остается там, и внутри немного прохлада. И так оно работает, спасаюсь от жары, кондиционера нету, что делать. В общем, так. Ну, а слушайте дальше, все-таки я хочу закончить ролик тем, что начал в прошлом, хоть он и не сильно идет, а может еще пойдет. В любом случае, хочу быть полезным, вот и все. Объясню вам, зачем я вам рассказываю вот эту книгу «48 законов власти», что я начал в том ролике. Потому что именно все это, да, прожил, что все свои ошибки на протяжении буквально всех 15 лет. Ну, хотя я живу 20, но последние 5 лет я все это пытаюсь исправить. Именно вот эти ошибки я делал, что сначала ошибаюсь, потом сижу, думаю, мучаюсь и пытаюсь это все исправить. А исправить уже невозможно. Поэтому такие вещи... Скажу вам еще один секрет, что каждый день я смотрю новости разных блогеров,
на разные темы. Но я стараюсь обычно перед сном закончить свой день чем-то разумным, чем-то развивающим. На ютубе очень много всяких там интересных вещей люди рассказывают. Именно это основные вещи, которые влияют на нашу работу, на наш заработок, на наше подсознание. Не фон, который, что где взорвалось и что происходит в мире. Где мир, а где вы? Вы лежите в своей маленькой комнате. И это идеальное состояние, чтобы поставить мозги на место, подумать о завтрашнем дне, о своих ошибках. В общем, я делюсь тем, что я прошел сам, а не просто сделать контент и просто о чем-то поболтать. И даже если я нескольким людям помогу, они остановятся, задумаются и хоть как-то попытаются завтрашний день улучшить для себя, это будет уже польза. Кстати, насчет первого закона с прошлого ролика. Помните, не затмевай своего господина. Еще раз хочу одну историю прямо из жизни, из моих роликов. То, что у меня случилось у жены на работе, вот опять же, куда я еду, что она взяла напарницу. И напарница почему-то через месяц стала себя чувствовать выше или пытаться поставить себя выше, чем моя жена. Несмотря на то, что моя жена там проработала уже больше 10 лет, ее уважали, она заработала какую-то репутацию. Даже в этом плане называется вот это правило, она не понимала и не использует в жизни. Не затмевай своего господина. Господин — это не президент, это не ваш там суперначальник, а даже вот в этом случае простая напарница, которая помогла тебе найти работу, взяла к себе, но ты хочешь прийти и сразу ее затмить и поставить себя выше ее. Это не сработало. Но все, что я рассказываю из тех историй, сейчас вот эти все законы, наверное, не просто вам связать, потому что вы не смотрите полностью ролики, вы живете в своих заботах, я это все понимаю. Поэтому я говорю, что это, наверное, может быть какие-то 2-3% уловят эту связь и поймут, зачем я это снимаю и что я хочу этим сказать. Итак, хватит предисловий. 16-й закон. Используй свое отсутствие, чтобы приумножить уважение и честь. Слишком активное вращение в обществе сбивает вам цену. Чем больше вас видно и слышно, тем более обыденным вы кажетесь. Если вы уже добились определенного положения, временное исчезновение заставит больше говорить о вас, даже восхищаться вами. Следует научиться определять, когда уйти. Творите ценность, создавая дефицит. Это я тоже использовал. Я вам рассказывал, что работал в бригадах, вот с одним евреем 8 лет работал. И да, я периодически, не особо я задумывался, вот есть закон, я там почитал, я его сейчас буду использовать. Не так оно работает. Когда ты его прочитал 20 раз, задумался, продумал, вот потом он начинает автоматически в подсознании работать. Знаете, что я делал? Я периодически пропадал. Я мог 2-3 недели просто уйти с работы и сидеть дома. Это бесило моего начальника. Но я действительно создавал таким образом дефицит. И я хотел, чтобы они понимали, что такое работать со мной и что такое работать без меня. И я иногда просто приходил с банкой пива на работу, все пашут, что-то там пыхтят. И да, то же самое работал тот же первый закон, который никто не понимал. Много людей менялось. То, что я работал 8 лет, они работали по полгода, по году, потом почему-то уходили, пытались меня подставить. То же самое, затмить меня, так сказать. А чем ты лучше, чем я, а я сейчас, тебя перепрыгну. Это все я проходил. Так вот, я садился просто посредине салона с этой банкой пива. Говорю, знаете что, чтобы вы тут не пыхтели, знаете, немного таким подбуханным, легче все это высказать. То, что трезвый ты там терпишь, молчишь, там скромничаешь. А здесь я приходил и говорил, вы можете хоть разорваться там на 10 кусков. Говорю, вы приходите и уходите, а я здесь остаюсь. И эти слова, когда мне через пару лет даже вспомнил мой напарник. То есть это было не просто сказать всем в глаза. И да, таким я был работником. Ладно, не будем зацикливаться на одном, идем на следующий. Держи других в подвешенном состоянии.
поддерживая атмосферу непредсказуемости. Люди по рождению привычки, обладающие неутолимой потребностью искать и находить хорошо знакомое в поступках других. Предсказуемость дает им ощущение контроля над вами. Смешайте карты, станьте умышленно непредсказуемым. Поведение непоследовательное или внешне бесцельное будет выводить их из равновесия и заставить терять терпение в попытках объяснять ваши поступки. Это действительно работает, я это действительно использовал. Я вам рассказывал, что любую работу я могу сделать разными 5 способами или больше. Так вот, люди, которые привыкли делать это одним способом, даже можно вспомнить и закон Даннинга-Крюгера, кто знает. У меня все было по-другому. Я действительно всегда путал карты. Они смотрели на меня, говорят, так же нельзя делать. Я говорю, кто сказал, что нельзя? Я же делаю, у меня же получается. И даже все, когда думали, что они меня знают, они всегда понимали, что все-таки меня не знают. Даже на этом фасаде, с которого я начал, на другой стороне, там надо было сделать овальные окна, и я вырезал это все с пенопласта. Надо мной стояли 5 человек и не понимали, что я делаю и как я делаю. Мне говорили, это так не получится, так это ты не сделаешь. Я сделал, но там было 2 окна. Я ушел и предоставил человеку возможность сделать самому. Он просто все испортил. И я все равно потом переделал. Вот таким образом я, допустим, путал карты и всегда доказывал своим уходом, как в предыдущем законе, и доказывал, что способов решения проблем, даже и психологических, есть просто несметное количество. Итак, следующий 18-й закон. Не строй крепостей, чтобы зашить себя, иллюзия опасна. Мир опасен, и враги повсюду, каждый вынужден защищаться. Крепость кажется самым надежным убежищем, но изоляция не только и не столько защищает нас, сколько поддерживает еще большими опасностями. Она лишает нас важной информации, делает заметной и уязвимой мишенью. Лучше быть среди людей и находить союзников. Прикройтесь от врагов толпой, словно щитом. Наверное, для этого я сделал свой канал. Действительно, это идеальное сравнение. Когда ты 1 на 1 с кем-то воюешь, тебя некому защитить. Ты не можешь вынести свои действия на чье-то суждение, которое действительно сделает адекватную оценку тебе. Если вы спрячетесь от всех, это тоже не выход. В общем, задумайтесь об этом законе. Следующий закон, 19. Знай, с кем имеешь дело. Не наноси обиду, кому не следует. В мире есть разные типы людей, и нельзя ожидать, что все они будут одинаково реагировать на одни и те же приемы. Вы запугаете или перехитрите кого-то, а он до конца дней будет вам мстить. Такие люди – волки в овечьей шкуре, поэтому тщательно выбирайте жертву или противника и никогда не задевайте и не обижайте тех, кого не следует. Здесь, да, у вас может 10 раз пройти, на кого-то наехать, обхитрить, но в какой-то момент вы попадете на того, кто вас жестоко поставит на место или отомстит. Пример из моей жизни, может быть, слишком жестокий, но я рассказывал как-то вскользь, что я человеку отдал свою машину под выплату, когда уезжал с Украины. Он меня обманул, оказалось потом, что он просто был аферист вместе со своей матерью, которую впоследствии посадили на 2 года. Так вот, они так играли людьми, интересно, что просто, аферисты и все. У них это получалось, вот как я и говорил, 10 раз из 10. Но со мной не получилось. И когда я приехал, наказание было таким, что, в принципе, он сам просто выпрыгнул с перепугу с окна. Это тоже мне хотелось сделать. Я понимал этот закон, что почему, сука, вы живете, и никто вас не может наказать. Хоть кто-то, да, должен вот таких уродов наказывать.
Также и по отношению ко мне случалось, что, может быть, не надо было куда-то лезть, и некоторые мне мстят по сей день. В общем, задумайтесь об этом законе, он тоже интересный, и задумайтесь. Следующий 20-й закон. Ни с кем не объединяйся. Только глупец торопится примкнуть к одной из сторон. Не вверяйте себя никому, кроме себя самого. Не связывайте себя обязательствами. Сохраняя независимость, вы получите возможность властвовать, сталкивая людей между собой, заставляя их следовать за вами. Почему я вам рассказываю, что я люблю независимость, и как бы я ни работал с кем-то, не находился в обществе, я, не хочу себя близко связывать с людьми, потому что это вредно, потому что это ненадежно. Законы, я думаю, вы можете нажать на паузу и продумать. Наверное, это было бы желательно. Следующий закон, 21. Прикиньтесь простаком. Чтобы надуть простака, кажитесь глупее своей мишени. Никому не нравится чувствовать себя глупее другого. Поэтому хитрость в том, чтобы дать вашей жертве почувствовать себя умным. И не просто умным, но более умным, чем вы. Однажды, поверив в это, она никогда не заподозрит, что у вас могут быть скрытые мотивы. Тоже работает, тоже задумайтесь, но хотелось бы, чтобы вы на своих примерах. Я вам действительно говорю, если вы не нажмете на паузу и не задумаетесь, вы забудете закон. Вы должны найти что-то из своей жизни и сравнить и понять. Закон 22. Используй тактику капитуляции. Обрати слабости в силу. Когда вы слабее, ни в коем случае не сражайтесь ради чести. Вместо этого капитулируйте. Капитуляция даст вам время на то, чтобы правиться от ран. Время, чтобы изучить и раздражить победителя. Время, чтобы дождаться, пока его мощь иссякнет. Не доставляйте ему удовольствия сразиться с вами и победить. Капитулируйте раньше этого. Сделайте капитуляцию инструментом власти. Закон 23. Концентрируй свои силы. Сохраняйте силы и энергию. Копите и храните их в концентрированном виде. Вы добьетесь большего, открыв богатую жилу и углубляя ее, чем порхая от одной неглубокой шахты к другой. Интенсивная разработка всякий раз побивает экстенсивную. Изыскивая источники мощи, которая возвысит вас, найдите один главный ключ. Тучную корову, и она в течение долгого времени будет снабжать вас молоком. Закон 24. Поступай как истинный придворный. Истинный придворный процветает в мире, где все вращается вокруг власти и политической сноровки. Он в совершенстве владеет мастерством косвенного намека. Он льстит, уступает и утверждает свою власть над другими в самой изящной и уклончивой манере. Изучайте и применяйте законы двора, и вашему росту не будет предела. Двора можно не использовать прямо в прямом смысле, а того общества или той ситуации, в которой вы находитесь. Скажем, той же работы, семьи, чего угодно. Закон 25. Сотвори себя заново. Не принимайте роли, которые навязывают вам общество. Создавайте себя заново. Отчеканьте новую индивидуальность, которая привлекала бы внимание и никогда не наскучила публике. Лучше быть творцом собственного облика, чем позволять другим определять его для вас. Добавьте театральности своим общественным делам и выступлениям. Ваша власть возрастет, а ваш образ покажется масштабнее, чем сама жизнь. Да, я вам скажу тоже, что мне здесь в комментариях иногда такие странные комментарии. Я рассказываю свою жизнь, рассказываю свои способы мышления, работы, но мне почему-то кто-то хочет навязать, типа Италия плохо, а Советский Союз хорошо, и все в таком духе. Я рад, что вы любите какой-то стиль жизни, какую-то страну, но нельзя навязывать никому ничего, и я показываю именно свою индивидуальность. И мне нравится мой способ мышления и жизни, что я не хочу зацикливаться на чем-то и всегда чего-то меняю. Пару законов пропущу, они такие сложные. Приступай к делу без колебаний. Закон 28. Если вы не уверены в том, как пойдет дело, не начинайте его.
Ваши сомнения и колебания повредят исполнению. Смущение опасно. Лучше начинать поувереннее. Любые ошибки, допущенные вами из-за самоуверенности, легко исправить с помощью еще большей самоуверенности. Смелость берет города, скромность не в чести. Напомню тоже, что меня воспитывали скромным быть. И полжизни я прожил в этой скромности, и она просто убила половину моей жизни. Закон 29. Планируй все до самого конца. Завершение – это все. Планируйте весь путь к нему, принимая в расчет все возможные последствия, препятствия, повороты фортуны, которые могут пустить на смарку ваш тяжелый труд. Так что слава достанется другим. Если вы продумали все до конца, вас не сокрушат обстоятельства, и вы будете знать, когда остановиться. Легонько подтолкните удачу, помогите определить будущее, продумывая его на много шагов вперед. Чтобы продумывать все, надо все-таки иметь какой-то опыт, запоминать его, делать разбор полетов. И да, это все про мою ту же виллу, которой я занимался. Я изначально все продумывал в голове, и, как я вам тоже как-то упоминал, то я начинаю работу, и часто я уже знаю, чем я ее закончу. В голове у меня полностью план созревший. Добиваясь успеха, не показывая усилий. Ваши действия должны казаться естественными и выполняемыми с легкостью. Весь труд и пот, вложенные в них, как и все хитрые трюки, следует скрыть. Действуйте без видимых усилий, так словно могли бы сделать гораздо больше. Не поддавайтесь искушению похвастаться, как тяжело вы потрудились. Это только породит лишние вопросы. Никому не раскрывайте своих приемов, иначе их применят против вас. Согласитесь же, есть чему поучиться. И здесь, да, я вам рассказываю о своей работе, но я 100 раз вам напоминаю, я не хвастаюсь, я просто делюсь. И да, возможно, раскрываю вам какие-то секреты, но ведь вы мне не конкуренты, скорее, наверное, друзья. Не забывайте подписываться на канал, поддерживайте меня, делитесь своими мыслями. Так и работает как бы взаимная связь между мной и вами. В этом-то и интерес канала, в этом интерес общения, в этом интерес обучения. Я сделал вам скриншоты каждого закона. Скажу вам маленький секрет, можете сфотографировать, сохранить себе на телефон. В прошлом ролике я до этого не догадался, но опять же, я же всегда учусь, не забывайте. Пока.